Ну вот место под лагерь плюс-минус готово. Значит, здесь я между вот этими двумя сосенками натяну тент. А вот здесь вот будет расположена Надья. Принципиально важный момент, я бы даже сказал жизненно важный, чтобы рядом с лагерем не стояло толстых сухих деревьев. Потому что это крайне опасно. Вот сегодня достаточно ветреный день, и такие деревья имеют свойство падать. И по закону подлости имеют свойство падать прямо в лоб. Ну, данное место безопасно, я его уже осмотрел. Также еще очень важный момент. Стараться делать так, чтобы Надья располагалась вдоль ветра. Вот сегодня, конечно, ветер здесь гуляет, но сегодня ветер преимущественно дует с юга на север. Соответственно, вот это данное расположение Надьи будет достаточно удачным. Если ветер будет дуть с фронта Надьи, то вы будете задыхаться от дыма. Если ветер будет дуть с тыла, то все тепло из Надьи будет выдуваться. Вообще, конечно, самый идеальный вариант – это градусов 30-40 по отношению к Надье. Тепло будет поступать равномерно в Надью, и дым будет уходить в сторону. Ну, как вот угадаешь весу, да? Как под 45 градусов, чтобы ветер дул. И только если в чистом поле. Надо попить чай, собраться с силами и добить самую сложную часть. Это 3 бревна. И чувствую, на рыбалку сегодня ни времени, ни сил не останется. Хотелось бы флажки поставить на ночь. Ну вот довольно-таки нужное дерево. 3 бревна из него получится. Оно полностью сухое. Хорошо. Значит, ронять его буду туда. Значит, здесь сейчас топором сделаю подруб, чтобы, так сказать, задать вектор падения. А потом уже буду с обратной стороны делать пропил. Тут стоит упомянуть про 3 важных правила безопасности. Первое. Никогда не стойте сами и не подпускайте других по траекторию падения ствола дерева. Второе. По возможности не используйте для Надьи древесину ели. Из-за высокой концентрации смолы при ее закипании ель часто стреляют углем, поджигая коврики, спальники и одежду спящего. И третье. Не таскайте груз на весу. Используйте все подручные средства и возможности, чтобы кантовать, перекатывать груз по земле. Программа минимум выполнена. Тут уже осталось не так много. Это все, в принципе, можно сделать в потемках. В процессе добывания 3 бревен где-то линзу разбил у GoPro. Обидно. Вот это вот самое маленькое бревно должно быть ближе всего ко мне, к лежаку. Сейчас объясню почему. Здесь будет самое маленькое бревно, здесь будет самое большое в диаметре бревно. И получится вот такой вот наклон на меня. Соответственно, когда сверху ляжет 3-е бревно, оно тоже наклонится на меня. И вот эта вот щель
калорифера, так называемого, она будет тепло давать ровно на мою лежанку. Не вверх, не под углом, а именно на меня. Ну, все прям отлично разошлось. 3 очага уверенных. Сейчас буду ставить 3-е бревно. И вот там вот по краям такие палочки положил, чтобы был зазор, чтобы был доступ кислорода. Все, Нодия полностью вышла в режим. Горит от А до Я. И здесь уже стало достаточно жарко. Ничего себе. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно. Струна грохочущим эхом прорежет эту синь. Качнется купол неба, большой и темно-серый. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и темно-серый. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Трудно поверить, но здесь стало настолько тепло, что я даже снял носки. Они у меня сушатся. Снял куртку. Курточка у меня будет подушкой. Что-то я чувствую, что у меня уже глаза закрываются. Сейчас пойду возьму спальный мешок, переодену в свежую одежду, сухую, и на боковую. Время 2 часа 50 минут. Надья полностью сгорела. Я сходил, тут у меня рядышком лежало несколько тоненьких бревнышек, специально оставленных на этот случай. Итого Надья прогорела полностью за 6 часов 50 минут. Время 4:30 утра. Через час начнет уже рассветать.
Подкинул еще дровишек. Так уже, чтоб немножко согреться. Сейчас час полежу и буду с первым светом буду вставать. Стылое утро незаметно подкралось к моему лагерю. Вроде прикрыл глаза буквально на минуту, а уже солнечный свет прорезает густой таежный воздух. Ночь прошла лучше, чем я ожидал. В общей сложности я спал около 5 часов. Температура опускалась до минус 10, но богатая жаром нодья отважно защищала меня от морозного воздуха. Холод начал меня беспокоить лишь после полного сгорания бревен. До этого момента в укрытии было тепло и относительно уютно. Вердикт. Нодья оправдала репутацию таежного обогревателя на все 100%. Время у нас 6:20 утра. Вчера же так и не рассказал. Я вчера все-таки пошел вечером-то ловить рыбу. Но меня ждало ровно 2 разочарования. Первое, это я хотел порыбачить в этом ручье, но на нем нигде нет льда. Он не замерзает. Я не думаю, что он оттаял вот сейчас в марте. Вот теперь как таковых не было. А вышел на озеро, а там слуза выше сапог. По озеру идти невозможно. Так что у меня рыбалка не получилась. Это не страшно, потому что это не была целью. Рыбалка не была целью данного похода. Целью данного похода была ночевка у Нодьи в холодное время года. Я считаю, цель выполнена на все 100%. Еще вот такой момент получается. Я же вчера рассуждал о том, что я наверняка что-то забыл, а так оно и есть. Об этом я узнаю только И, в общем, здесь вот в этой упаковке два яйца. 2 яйца. Я их берег как свои. Я очень хотел утром пожарить себе яичницу с беконом. Но в итоге я забыл сковороду в машине. Ну все, у меня вещи полностью собраны. И сейчас меня ждет, пожалуй, самая тяжелая часть сегодняшнего пути. Это по лесу выйти до болота, до лыж. Ну и на лыжах уже до зимника. На лыжах уже должно быть проще, потому что, во-первых, сегодня уже нет ветра, ветер кончился к утру. А во-вторых, у меня там лыжня набита. Плюс ко всему я еще и выспался, я еще, относительно выспался. Относительно сыт. Так что все должно пройти гладко. Тем более, я смотрю, солнышко намечается. Должно быть красиво, солнечно, приятно, по-весеннему. Друзья, спасибо вам большое, что досмотрели фильм до конца. Очень надеюсь, что информация в нем была для вас полезной и интересной. Делитесь в комментариях своим опытом ночевки в лесу. В описании к фильму и в первом закрепленном комментарии я оставляю ссылку на телеграм-канал, где я делюсь фото, видео и актуальной информацией, а также реквизиты, по которым вы можете поддержать канал финансово. Желаю вам здоровья, удачи в любых начинаниях и до скорых встреч! Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо. Больше нет сил, я почти запел, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен и устал, эту ночь не спал.
Я жду ответа. Больше надежд нет. Скоро кончится лето. Это на-на-на-на-на-на-най, на-на-на-на-на-на-на-най, на-на-на-на-на-на-на-най, на-на-на-на-на-на-на-най.